Здоров, народ! Это гайд на сбитие джетов с километра сразу при появлении. То есть на максимального уровня троллинг пилотов. Кому как больше нравится. Воспринимать как прикольную фишку и личную ачивку, а не обязательно к освоению прием. Да, если что, обычно сбивается только один джет. Такой дабл у меня получился один раз и чисто случайно. Как видите, первый сбитый, как обычно, закрутился и летел в целом по прямой, а второй джет решил резко свернуть, что и дало нам очередной клип из разряда «Это Battlefield». В этом видео покажу, как я это сделал и как при удаче повторить вам. Как за PAX, так и за НАТО, на оба джета с каждой стороны. Почти то же самое можно сделать и со снайперкой, но, во-первых, это скучно, так как лежа и с задержкой дыхания прицел абсолютно неподвижен даже без сошек. А во-вторых, я решил не искушать судьбу, так как хедшоты в только что появившиеся джеты могут и будут восприняты как читы. Даже РПГ было так воспринято, хотя, правды ради, я и сам уверен, что это какой-то баг. Смотрите, в этом моменте я попал в пилота. Каким образом, не понимаю, но джет остался цел. Вот он надо мной пролетает и даже не дымится. Плюс вот тут видно, что получил Badge Flight Dispatcher, который дается, когда убиваешь пилота, не уничтожая технику. Значит, это не текстура разбитого джета не подгрузилась, а реально целенький самолет летит. У меня только одно предположение, что граната влетела ему в голову через стекло кабины. Так что будем сбивать из РПГ с максимальной дистанции. И да, я не оговорился в начале, с километра. Значит, с самого начала игры ждем вот этого момента и включаем секундомер. Чем точнее будем включать, тем полезнее он будет. Далее берем любой транспорт и едем на точку, которая расположена четко по направлению движения джетов на старте. Это увеличит наши шансы. Я нашел именно максимально удаленную и при этом легко воспроизводимую с точностью до пикселя позицию. Подъезжая к точке D, снесите вот этот столб. Можно из РПГ, а можно машиной. Но если экономите заряд РПГ, то не забудьте выпрыгнуть. Потом бежим к дверям вот этого домика и упираемся в правый косяк. Если случайно распахнули двери, просто закройте и двигайтесь без спринта. Теперь на месте, которое закрывало перекрестие столба, находим вот это пятно на горе. Держим прицел так, чтобы правая из двух центральных полос прилегала к краю, либо была на 1 пиксель левее. А полоска, отмечающая поправку на 900 метров, была выше этого пятна минимум на 3 пикселя. Да, у всех разное разрешение на мониках, но в конце концов можно видео на паузу поставить или скрин сделать, так как точность сильно повышает наши шансы. Тут лучше будет уточнить для тех, кто не в курсе. Эта полоска подразумевает прицеливание на 900 метров, когда цель как бы лежит на ней, а не как в обычных прицелах. Вот сейчас мы целимся на 900 метров, а вот так уже на 1000. Теперь смотрим на секундомер и ждем 56-ю секунду. Вот начиная с 56,1 можно стрелять. Насколько быстро возьмут джет, определяет то, когда именно нужно было сделать выстрел. Но о проблемах позже. Самолеты можно брать ровно через минуту после старта, а лететь граната будет 4 секунды. Дальше делайте поправку в зависимости от вашего пинга. Коррекция какая-никакая тут есть, но лучше на нее не надеяться. Вот хорошо видно, как вертолет уже улетел, но снаряд все равно поймал. В этом примере я выстрелил через 56,17 секунды после старта, и еще через 4,1 секунды снаряд попал в цель. Значит, либо это тоже коррекция, либо абсолютный рекорд, который сложно будет даже повторить. А вот побить практически невозможно, так как через 4,2 секунды после выстрела снаряд из РПГ перестает наносить урон. Теперь, если мы все сделали точно, остается надеяться, что враги возьмут самолет сразу, как только будет возможно. И вот тут уже понятно, что надо бы пояснить о куче проблем, которые нас ждут, и пунктуальность врагов первая из них. Они постоянно опаздывают на встречу со снарядом. Почему-то, когда полетать хочу я, взять самолет просто нереально из-за очереди. Я серьезно, у меня до сих пор на всех джетах всего по паре полетов. А когда ты хочешь самолет сбить, то оказывается, что врагам они нафиг не нужны. Они могут их взять на полсекунды позже или на несколько секунд, а иногда вообще больше минуты их игнорировать. Ну не хочешь ты летать, ну возьми хотя бы как транспорт, чтобы десантироваться на дальнюю точку. Шутки шутками, но это правда будет вашей самой большой проблемой. Причем только первой. Помимо нее будет еще ваш собственный респаун вдали от транспорта и тиммейты, которые разберут его и дружно поедут в другую сторону. Будут пробки и приколисты, скучающие по Need for Speed 2. Будут приезжающие к вам враги и прилетающие вражеские вертолеты. Хотя если они прилетают очень быстро, то я только за. Так как большой шанс, что пилот вертолета может летать и на джете, а значит есть вероятность того, что после сбития он захочет пересесть в самолет. В общем, готовьтесь. Будет непросто. Надо учитывать, что в гайде по РПГ я выразился не совсем точно. Через 4 секунды после выстрела именно цель должна быть максимум в 1002 метрах от вас. А снаряд, пролетев 1003 метра, исчезает.
Ну или не исчезает, а просто перестает взрываться, проверить мне не с кем. Причем скорость снаряда не ровно 250 метров в секунду, а с учетом дуговой траектории полета чуть-чуть больше. Так как получается, что эта дуга примерно на 3% длиннее расстояния по прямой, то и скорость будет примерно 257 метров в секунду. Так вот, из-за того, что снаряд и джет будут лететь не встречными, а пересекающимися курсами, у нас вариант попасть в любую точку по всей длине джета. Это значит, что случайно подвинув прицел на пиксель вверх или вниз, мы все равно попадем, если будет идеальный тайминг. И наоборот, если у нас идеальный прицел, значит есть небольшой бонус к окну тайминга. Самолет на старте летит со скоростью 360 км в час, то есть 100 метров в секунду. В длину мелкие джеты 15 метров, а крупные 18. Да, я тоже считаю, что тут какие-то бредовые метры, но вот как считает сама игра. Выходит, что благодаря тому, что мы в момент выстрела находимся прямо по курсу самолета, он пролетает точку пересечения курсов за 0,15 секунды. Это и есть наш тайминг, в который мы должны доставить снаряд. Но только в случае, если целимся четко по центру. Если считать только крыло, то в лучшем случае у нас 0,07 секунды. По идее, надо учесть еще и киль, но я честно не знаю, как это посчитать, и думаю, оно того не стоит. Так что старайтесь стрелять как можно точнее. На таком большом расстоянии мы на 2 пикселя сдвинем прицел и уже промахнемся. Вкупе с жестким таймингом та еще задачка. И самое главное, результат зависит только процентов на 20 от вас и на 80 от других людей. Ведь если враг возьмет джет с опозданием или не возьмет вовсе, прикол не получится. Если вас сильно затормозят на выезде или разберут весь транспорт и дружно уедут в другую сторону, тоже. Или вражеский вертолет решит пожертвовать собой, лишь бы вас остановить. Так что готовьтесь к десяткам попыток, ведь по закону подлости джеты разбирают мгновенно, только в вашей команде, когда вы сами хотите полетать. А когда будете пытаться их сбить, враги как будто зная это, иногда вообще в них садиться не будут. Еще небольшой, не то чтобы проблемой, а просто неприятностью является то, что мгновенные сбития джетов не отображаются как убийство. Я допускал, конечно, шанс, что убийств и нет, замечал, что если прямо во время респа в технике она уничтожается, то меня кидает рядом с ней. И думал, что, возможно, пилоты в такие моменты просто начинают падать, смотря на подбитый самолет. Проверить опять же не с кем, так что это были просто домыслы, пока мне не повезло сбить джет одного дружелюбного парня. И на его примере сразу же покажу, откуда сбивать тяжелый натовский F-97. Упираемся в угол вот этой кучи кирпичей и наводим 900-метровую полоску на вот эту точку, где полоска пересекается с проводом LEP и появится джет. Эта точка также легко воспроизводится и тоже можно поставить рекорд по расстоянию. Мой снаряд отсюда летел 3,98 секунды, но джет появился на 3 миллисекунды раньше, так что теоретически можно сделать 4.01. И вот сбиваю я наконец последний джет для гайда, и повезло, что несостоявшимся пилотом оказался общительный мужик в хорошем настроении. Он и написал, что появился без джета, подтвердив мои предположения. В двойном сбитии тоже, если замечали, засчитался только один фраг, и даже он в киллфит не попал. А пилот джета, в который попал снаряд, также не зачелся. Вот, считается только тот, в кого врезался сбитый самолет. Так что еще раз подчеркну, практически смысл в таком рекорде небольшой. Ну, разок сделать, чтобы было, или несколько раз потроллить пилотов, все-таки весело. Они наверняка думают, что это какой-то баг уничтожает самолет на респе. Хотя вот что подумал тот, в кого врезались обломки, мне было бы интересно узнать. Проблемы, которые касаются только варианта за НАТО, лучше показывать на примере. Значит, сначала цепочка действий та же самая. На этом моменте включаем секундомер и пытаемся занять любой транспорт, так как тут пешком тоже не успеть. Дальше едем на точку Б и на ней лезем вот сюда. Эта точка где-то в 970 метрах от спауна, то есть отсюда попасть должно быть чуть-чуть проще. Тут ложимся и тогда сможем упереться вот в этот уголок. После этого садимся. Не встаем, так как ветки бронированного дерева закрывают обзор, а именно садимся. Важное отличие при стрельбе отсюда. Стрелять надо после 56,5 секунды. Можно даже после 57, чтобы засчитался фраг. Все равно отсюда рекорд не поставить. Здесь место спауна тяжелого джета. У паксов это Су-57. А где-то вот тут, предположительно, спаун легкого. Загвоздка очевидна. При стрельбе по легкому джету нет возможности удостовериться ни что прицел был верно расположен, ни что тайминги были соблюдены. То есть такой выстрел значительно сложнее. Но сложнее не значит невозможно. Правды ради, я это сделал только один раз, чисто для доказательства возможности. Потратил десятки попыток, но опять же, на разок, чтобы похвастаться, как вслепую через гору закинул гранату в самолет, сойдет. А по тяжелому стрелять отсюда чуть сложнее из-за того, что лететь он при появлении будет не прямо на нас. Кстати, обратите внимание, в киллфиде постоянно пусто, хотя в настройках у меня стоит отображать все, кроме пингов. Хорошо, хоть килл засчитался, это значит, что и врагу написало, кто его убил и из чего.
Собственно, только вот так, благодаря чату, и можно узнать, кого именно ты убил. В общем, лучше отсюда пробовать сбивать тяжей, только если не вы были за рулем и вас довезли только до А, или ваш транспорт уничтожили. Короче, если добежать до точки получше, просто не успеваете. Лучшая дальняя точка ровно по направлению движения Су-57 расположена также неудачно. Вот тут можно упереться в дерево и заборчик и где-то так целиться в респ. А вот тут респ легкого. Но я даже пробовать не стал, так как мне уже хватило попыток вслепую стрелять через препятствия. Так что подыскал вот эту. Тут хоть сразу видно, когда не твоя ошибка и можно ничего не корректировать. Главная примета — вот этот камень. Он неуничтожим. Даже если вы проедете по всей стенке вдоль, он никуда не денется. Ложимся и ползем в стык между секциями стенки, утыкаемся в него носом и садимся. Теперь целимся, ориентируясь на верхний край вот этого валуна. У появившегося джета крыло будет почти идеальным продолжением поверхности. Либо, если, например, наехали и снесли вот эту более ветхую часть заборчика, то просто снова тыкаясь туда же, уже не садимся, а продолжаем лежать. И тогда целимся уже вот так. Да, сначала почему-то будет кривой прицел, возможно, мы косеем от запаха, но одним самым коротким нажатием на левый стрейф это исправляется. Прицел держим вот так, чтобы уровень 900-й линии проходил по вот этой щербине на камне. Так же, как и на прошлой точке, можно стрелять с 57 секунды. Они обе чуть ближе к респаунам вражеских джетов, чем показанные за ПАКС, так что рекорда все равно не будет. И значит, окно для выстрела намного больше. Если вам не важно, какой именно джет сбивать, рекомендую именно эту точку, так как тут вам будут в разы реже мешать враги. Одна из значительных проблем угла на заборе точки Б — это сама позиция. Она сильно выделяется на радость снайпам. Меня один раз даже из ПТУРа тут убили. А у каменного заборчика мне ни разу не помешали. Я тут показал только самые дальние точки для наибольшей крутости. Но сбивать можно и подойдя поближе к респу, выбрав точки, которые будут удобнее вам. Рекомендую в первую очередь выбирать на этих линиях. Это линии направления движения джетов на старте. В общем-то, основной смысл видео передан. Надеюсь, мы вместе приучим людей, что хотя бы на этой карте АФКшить первую минуту в ожидании джета может закончиться хоть и весело, но мало полезно. Дальше просто скучно перечислю небольшие лайфхаки, которые будут полезны не всем. Спасибо за интерес к моим гайдам и всего доброго. Как я их обманул. Этих торопыжек, у которых слайд или клик на следующее видео доведен до автоматизма при первых признаках прощания. Теперь, когда остались только солидно неторопливые и внимательные, вот вам лайфхаки, которые помогут потратить намного меньше попыток на первое попадание. А когда у вас будет запись вашего собственного успешного выстрела, а главное уверенность, что все это не постанова, повторить его или модифицировать для другой точки будет легко. Первый. Всегда сбивайте вражеский вертолет, если он пролетает рядом, так как мало того, что экипаж тоже может сесть в джет, так и убить вас они могут, если их игнорировать. Не всегда это будет удаваться, но пробовать лучше, чем не пробовать. Подпункт по вертолету: всегда же выпрыгивайте из транспорта, если видите, что предупреждение о ракете мигнуло красным. То, что оно мигнуло и пропало, не значит, что ракета куда-то по дороге потерялась. Это значит, что стрелок вертолета просто сменил оружие. Ракета же как летела, так и летит вам на голову, а игра предупредила только о пуске. Тем более, что ни разу мне не взрывали транспорт, пока я не проехал хотя бы половину расстояния до точки выстрела. Так что даже безлошадным вы успеете добежать. Помните, да, что так даже быстрее? Раз-два, раз-два, раз-два. Второй. Записывайте каждую попытку. И потом в программах видеомонтажа, которые в том числе можно скачать бесплатно, покадрово просматривайте дубли, в которых, как вам кажется, вы сделали все правильно. Особенно обращайте внимание на время выстрела относительно старта. Это вот тот момент, когда появляются иконки оружия. Помните, что если вы стрельнете раньше 56 секунды, у вас просто нет шансов попасть. Третий. Если решили это сделать, заходите в мультиплеер, Custom Search, и тут ставите только Conquest и карту только Liberation Peak, так как много мелочей, которые забываешь, если просто играешь на разных картах и только время от времени пробуешь. Как, например, четвертый лайфхак. Держите телефон или на чем у вас будет секундомер прямо перед собой или вообще облокотите на монитор. Так вы будете реже забывать его включать. Ну и, конечно, удобнее будет сверяться со временем. Пятый. Когда вы подъезжаете на точку, ставьте сейсмическую мину, так как иногда находятся враги, которые за эти 55 секунд успевают приехать сразу к вам. Иногда даже на БМП. Если не пригодится, ее всегда можно забрать. Хотя, если честно, она в первом сезоне начала работать хуже. Вот, видно, что я ее поставил. Вот тут видно, что она стоит. Вот она срабатывает, но никуда не попадает. А вот тут срабатывает и убивает кого-то, но машина остается целая.
Шестой. После сбивания столба транспортом отходите не по дороге. Вы удивитесь, как часто находятся те самые торопливые враги. Моя же команда, как правило, не приезжает, хотя это возможно как раз из-за меня. Седьмой. Если, играя за ПАКС, сильно задерживаетесь по любой причине и понимаете, что не успеваете не то что сбить столб машиной, но даже перезарядиться, если используете РПГ, можете, чтобы не терять попытку, сместиться к соседнему косяку. От него это пятнышко ориентира видно. Восьмой. За ПАКС приоритетная цель легкий джет, так как его чаще пытаются взять первым. За НАТО тяжелый по ранее озвученным причинам. И в заключение главное. Не расстраивайтесь и не опускайте руки, если не получается. Думайте не о том, что у вас уже целый десяток попыток впустую, а о том, что у меня этих попыток были сотни. Ну, как минимум больше одной сотни. И хотя абсолютное большинство раз срабатывали те самые 80% зависящих не от меня, когда либо кидало в уже идущую игру, либо расхватывали весь транспорт и ехали всем караваном на F, либо джеты не появлялись вовремя. Но даже идеальные варианты, когда мне никто не мешал, и джеты врага появлялись точно в срок, я спускал в унитаз исключительно по причине тупости или криворукости. То с раскачиванием прицела не справлюсь, то при клике случайно двину мышкой. Один раз даже настолько затупил, что перепутал линию прицеливания. Ну и, конечно, чемпион среди моих косяков – продификация таймингов. И все это к тому, что даже когда вам будет казаться, что я все наврал и это невозможно, а видосы сгенерированы или сняты в портале, в котором я что-то нахимичил в правилах, посчитайте, сколько у вас было попыток. Если нет даже 100, прав ныть у вас в разы меньше, чем у меня. Тем более, что никто не говорит, будто при одном неудачном выстреле надо сразу выходить. Выбесило вас, что джет взяли с опозданием и из-за этого вы не попали? Сбейте его после. Вот тут он мало того, что имел наглость опоздать с пиком джета, так еще и нацелился на наш гелик. Правда, потом я рассмотрел ник и понял, что по всей видимости теперь считаюсь террористом. Если решили таки получить личную, нигде в игре не зафиксированную ачивку по самому дальнему сбитию, внимательно следите за выполнением каждой мелочи, о которой я тут рассказал, и у вас все получится. Удачи!